Всем привет! Меня зовут Екатерина Марипоса, я доула, психолог, консультант по грудному вскармливанию. И вот уже 6 с лишним лет я живу и работаю в Грузии. На этом канале я рассказываю не только, правда, про то, как оно устроено в Грузии с точки зрения родовспоможения, беременности, родов, грудного вскармливания, но и в целом мне нравится сравнивать, как оно устроено в разных странах, в разных культурах. В частности, это продиктовано тем, что большинство моих клиентов всегда люди из очень разных культур, из разных бэкграундов. Сама я человек такой международный и рожала своего ребенка тоже за границей, так получилось. И, в общем, мой взгляд, он такой мультикультурный, многогранный. Так что подписывайтесь, оставайтесь, будем с вами вместе изучать тему родов, материнства в мире. Ну и так как Грузия – это мой дом вот уже на протяжении большого количества времени, я пережила здесь и прекрасный расцвет, такой рассвет, поднимались здесь, появлялись разные бизнесы, когда я переехала, разные новые течения, разные прекрасные фантастические проекты открывались и развивались. Я пережила здесь ковид, и роды в ковид, и сопровождение родов, и начала помогать с грудным вскармливанием в ковид. В общем, много всего мы здесь пережили, что, на мой взгляд, совершенно бесценный опыт для любого помогающего практика. И, соответственно, вот уже все, что последовало после этого, тоже я здесь живу, и на моих глазах разворачивается очень интересная динамика того, как меняется помощь женщинам в родах. Вот об этом сегодня я хочу и рассказать, потому что мне постоянно до сих пор поступают вопросы от людей, которые собираются приезжать в Грузию, рожать своих детей, или здесь по стечению обстоятельств оказались и обращаются ко мне за консультациями. Вот я хочу сегодня рассказать о том, каково же отношение к иностранным женщинам, которые приезжают рожать в роддомах Тбилиси, в частности, где я живу. Надо сказать, что вопрос про отношение именно такое человеческое к женщинам-иностранкам, которые приезжают в Грузию рожать своих детей, он особенно остро встал, ну, сами понимаете, за последние 3 года, когда сюда поехало довольно большое количество русскоговорящих. Я не говорю русских специально, потому что люди приезжали со всего вообще постсоветского пространства. И среди моих клиенток было очень много женщин буквально изо всех стран постсоветского пространства. И я не могу сказать, что какая-то из наций превалировала, да, поэтому я буду обобщенно говорить русскоговорящие, потому что, ну, русский язык в 22-м, в начале 23-го года был таким немножко триггерным, да. Все это понимали, все это ощущали на себе довольно-таки явно. Я в меньшей степени, не знаю, может быть, мне везло, может быть, просто, как я говорю про себя, ко мне говно не липнет. Но, в общем, я на себе никогда этого не испытывала, и в моем окружении, в рабочем, в частности, с местными врачами, с местным персоналом в роддомах, практически я не ощущала ничего враждебного, конечно же, ну и даже какой-то антипатии. Но многие женщины, которые сюда приезжали, были обеспокоены этим. Сейчас у нас уже 25-й год на дворе. Слава богу, какая-то, на мой взгляд, пиковая ситуация миновала. Люди в целом подуспокоились. И, конечно, уже русский язык никого не триггерит. И нету такого сильного напряжения, скажем так, вот в воздухе. Видите, я вот посреди парка, здесь вообще половина, мне кажется, парка русскоязычных ходит. Ну, пасхальные праздники, все местные разъехались по своим деревням, по родственникам. Это очень большой светлый праздник в Грузии, очень важный для страны. Поэтому, конечно, сегодня не совсем показатель, но в целом, да, это достаточно характерно для Тбилиси, где я живу, что к русской речи вообще нет никаких вопросов. Что касается родов. В родах мы, конечно, в гораздо более уязвимом положении находимся. И я могу сказать по своей практике, что
Только в самом начале у меня было, наверное, одно сопровождение родов в одном из роддомов с конкретным врачом, это тоже немаловажно, который вот себе как-то позволил что-то прокомментировать, но также это было не во враждебной какой-то форме к женщине, а просто врач поднял эту тему, как бы спрашивая ее про ее некие политические взгляды, вот в самый неподходящий момент, когда она рожала уже плаценту. Вот. На мой взгляд, это было не очень тактично и не очень уместно. Но с тех пор вот я не видела никаких подобных ситуаций. В то время было очень много вопросов, как я уже сказала, мне писали, мне звонили. Я буквально 2 месяца в 2022 году вот так вот жила на телефонах, потому что срочно ехали сюда очень много женщин рожать, через Верхний Ларс ехали, всеми возможными способами добирались. Те, кто сюда ехал, они были, конечно, в панике, они не знали, что вообще будет, как и многие в наших странах. И звучал вот этот самый вопрос, как там относятся к русским женщинам, да, или к русскоговорящим женщинам. И в какой-то момент я обратилась с этим вопросом к одному из своих любимых врачей, с кем мы очень хорошо давно работаем. Я у него спросила, говорю, вот такие-то волнения у женщин есть, как вы считаете, стоит ли в этой ситуации сейчас чего-то опасаться, о чем-то им напрягаться, что бы вы хотели, чтобы я им передала? И этот врач, которого я и так безмерно уважала всегда, сказал мне следующее. Он просто изменился в лице, он перестал быть шутливым таким и так далее. Он очень строго, четко сказал, он говорит, Катя, я врач. Я в 2008 году штопал русских летчиков, да? И врач – это человек, который стоит вне и над вот этими вопросами всеми. Для врача нет и не должно быть никаких национальностей, тем более, когда речь идет о родах и о поддержке, о помощи рождения новой жизни. Честно говоря это сейчас, у меня даже до сих пор наворачиваются немножко слезы, потому что это бесценно, когда есть и остается, и сохраняется человеческое отношение друг к другу, к пациентам, к женщинам, к детям, к младенцам. И я не хочу выделять Грузию как какое-то, знаете, уникальное место для такого отношения к людям, но, конечно, это все равно в ДНК людей. Люди здесь на каком-то автоматизме, на какой-то подкорке просто настолько благожелательно относятся к женщине, которая носит малыша, которая кормит ребенка, которая становится матерью, вообще к матерям, да, что мне очень сложно представить себе даже ситуацию, при которой вот так вот как-то возьмет все общество и развернется против беременных, рожающих женщин, просто потому что они обладательницы какого-то не такого паспорта, даже и русского паспорта или любого другого из постсоветского пространства, и русскоговорящие люди. И, в общем, как-то к ним враждебно отнесутся. Ну, то есть это на самом деле нонсенс. И мне бы очень хотелось, чтобы люди продолжали сохранять в себе вот это понимание, чтобы у нас с вами вот просто даже не закрадывалось это на уровне каких-то вот гипотез, да, что такое вообще возможно. Потому что как только мы начнем себе это реально допускать, я не знаю, мне кажется, мир вообще погибнет тогда. Отношение прекрасное, отношение очень благожелательное. Вы можете посмотреть мой другой ролик, в котором я рассказываю о том, почему мне нравится работать доулой в Грузии. Здесь есть какие-то совершенно уникальные черты кавказского народа, когда все тебя поздравляют с тем, что у тебя родился ребенок. Да, есть вопросики к практикам, к применению протоколов некоторых, к интерпретации некоторых протоколов. Разные врачи действуют по-разному. Да, есть какие-то, конечно же, недостатки в системе родовспоможения, а где их нету. Но если мы говорим про отношения к людям, к женщинам, к младенцам, это, правда, очень тепло, очень душевно, очень по-людски.
Если говорить о других иностранках, о женщинах из других стран, которые сюда приезжают рожать, то мне кажется, что помимо, конечно же, вот этого базового какого-то уважения, там есть еще много интереса такого, да, то есть я этот интерес очень часто вижу в глазах персонала, когда, например, женщина из какой-нибудь Индии, да, рожает, или женщина из, не знаю, Австрии, из, в общем, какой-то страны, о которой известно, но редко с такими национальностями соприкасаешься. И всегда врачи спрашивают: да, и как у вас, а что у вас? И женщины обычно рассказывают о каких-то своих традициях, о том, как у них принято, что они ожидают, потому что они, конечно, еще более взволнованными приходят в местные роддома, потому что если мы как-то все-таки из одного, грубо говоря, прошлого, да, происходим, и какое-то общее понимание, общая база системы родовспоможения, в конце концов, язык общий можно легче найти, то иностранки, которые из более отдаленных уголков Земли приезжают, они находятся в еще более уязвимом положении, конечно, и они такие: господи, а что тут у вас вообще, как у вас принято? И врачи очень стараются быть понятными для них, они очень стараются все объяснять, поддерживать, находить слова, которыми объяснить, что у них происходит. И, по-моему, всем удается договариваться. Во всяком случае, те иностранные женщины, с которыми я работаю, или как доула, или как консультант по грудному вскармливанию, или они ко мне приходят готовиться на курсы, то они рассказывают обычно, что у них опыт очень благополучный в плане коммуникации, в плане отношения к ним. Никогда никто не сталкивался ни с каким негативом. Вот такой короткий ролик я сегодня вам записала. Надеюсь, что он был вам интересным, полезным для кого-то. Кому-то, может быть, было волнительно, и вы думали о приезде в Грузию, но не решались. Приезжайте, пишите, если у вас есть какие-то вопросы, и вам нужно проконсультироваться, нужно составить свой план родов, нужно выбрать роддом, команду на роды, конкретных врачей в вашей индивидуальной ситуации, или вам нужна поддержка доулы в родах. Можете ко мне смело обращаться, буду рада вам помочь. Все контакты внизу под этим роликом. Также пишите в комментариях, какие темы вы бы хотели, чтобы я раскрыла в своих роликах. И до следующей встречи в новых видео. Пока!